Привет! Я все еще в Алуште, в отеле «Море». И сегодня я начинаю работать над своей второй скульптурой. Она, как и первая, посвящена повторному использованию материалов, и скульптура будет из дерева. И сейчас я еду на площадку сбора мусора, чтобы выбрать подходящий материал для этой своей новой скульптуры. Итак, началась работа со второй скульптурой. Я делаю вот такие вот формы. Это у меня будет деревянный человек. Вот тут разборка палетов. Суть, опять-таки, в повторном использовании материалов, в данном случае дерева, старые палеты, которые были на выброс, мы разбираем, и я из них сделаю арт-объект. Такая смешная, забавная мысль. В детстве многие из нас занимались модельками, там, всякими самолетиками, машинками. И это, в общем, то же самое. Я такую же модельку делаю, просто, просто больше и, и, может быть, чуть необычней. Но суть та же самая, такое детское занятие немножко. Очередной рабочий день закончен. Вот в таком состоянии на сегодня он меня. Двигаемся дальше. В двух словах расскажу, как это все вообще произошло. Началось это все с оптового рынка, где мы покупаем в большом количестве овощи и фрукты, которые продаются в деревянных коробках, в таких ящиках. Я все смотрел на эти ящики, мне было жалко ужасно дерево, которое фактически для одного раза используется и потом как-то куда-то выбрасывается непонятно. И я, соответственно, этот ящик из-под помидоров разобрал и сделал из него вот такого вот деревянного человечка. И когда делал, в общем, у меня была мысль, что если взять доски большего размера, например, от поддонов деревянных, то дядька может получиться больше ощутимо. Вот. И, соответственно, буквально там через несколько месяцев, когда мне позвонили из отеля «Море» с предложением сделать для них арт-объекты из материалов повторного использования, я их спросил, есть ли у них поддоны. И узнав, что поддоны, конечно же, есть старые, предложил им сделать такого большого 2,5-метрового деревянного чувака. Вот. И, соответственно, вот я здесь. Поддоны в достаточном количестве нашлись. Я попросил изначально 20 поддонов, но обошелся, по-моему, 14. Мне их местные мужики разобрали. Я рассортировал доски по толщине и в соответствии с шаблонами их режу, скручиваю и надеюсь, что получится прикольный большой такой деревянный чувак из старых деревянных поддонов.
Сейчас уже поздняя ночь. На улице холодно, дождь. Я только закончил заливку бетона. Все вокруг испачкано. Такой объем бетона одному заливать, конечно, так все развлечения. Но вроде все получилось. Сегодня наступил день, когда моя скульптура деревянного человека может считаться законченной, потому что я планирую снять опалубку и посмотреть, как это все в результате выглядит. Скульптура наконец-то закончена. Получилось круто, лучше, чем я ожидал.